Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, что происходит на рынках и какие движения ожидать сегодня в первой половине дня по нефти, рублю, доллару, евро. Так, друзья, но тут ключевое событие, которое касается планов Байдена ввести налоги, значительно увеличить корпоративный налог и налог для лиц, которые зарабатывают более 400 тысяч долларов США в год, и использовать эти деньги для развития зеленой энергетики, зеленых технологий. Ну, на самом деле это не новость. Байден еще, когда у него была предвыборная кампания, делал подобные заявления. И поэтому новостью это назвать сложно. Я думаю, здесь реально какие-то действия такого рода, там, введение каких-то законопроектов или какое-то отдельное увеличение налогов, оно будет не раньше, чем осень текущего года. Потому что, ну, где-то к середине лета, к 1 сентября Америка решит, с учетом скорости прививок, вопрос с эпидемией коронавируса. Вот. И как только этот вопрос будет решен, начнут постепенно проталкивать вопросы, связанные с увеличением налоговой нагрузки. Здесь, я думаю, все-таки пойдет в первую очередь речь об увеличении налоговой нагрузки на корпорат, потому что Трамп там достаточно мягко эту политику выстроил. И теперь, я думаю, все это дело будет разворачиваться. Но то, что озвучено, то, что Bloomberg озвучил, то, что потом во всех российских СМИ было растиражировано, я думаю, это не вопрос ближайшего полугода. Ну, то есть это по истечению полугода вот эта тема, она, возможно, будет актуальна, но я думаю, ее вводить будут постепенно. Так, друзья, давайте посмотрим календарь событий, что у нас на сегодня важного предполагается и что ожидать. Но у нас все ключевые экономические события с 13:00, это то, что касается Германии, потом 15:30 Соединенные Штаты, базовый индекс розничных продаж. Ну и в основном это все. То есть где-то с 13:00, возможно, на рынке пойдут существенные движения. Так, давайте посмотрим еще, какие есть интересные новости. Но вот здесь статья относительно состояния американского малого бизнеса. Сейчас как бы особых проблем с просрочкой нету, но я думаю, как ранее предполагалось, где-то к осени она начнется. Здесь есть два момента. Один момент — скорость восстановления экономики, который в реальности может не соответствовать тому, что происходит на фондовом рынке. Это первый момент. И второй момент, собственно говоря, он связан с изменением структуры экономики, которые произошли за время ковида. И на самом деле они еще не в полном объеме отработаны. Так, ну и вот здесь на горизонте появляется новая тема, связанная с углем. Что крупнейшие потребители угля планируют нарастить его потребление. Вот, ну то есть надо полагать, что в ближайшее время мы можем увидеть ралли по угольным компаниям. Так, ну и вот Рэй Далио говорит, что надо покупать все что угодно, лишь бы не держать в деньгах, в кэше. И особенно он неравнодушно смотрит на Азию, особенно на Китай. Здесь, я думаю, что его на определенном временном горизонте позиция правильная, но с другой стороны с Китаем, я думаю, внезапно может разразиться какая-то оказия. Потому что очень много проблем накопилось в Китае, а статистика, она их все надлежащим образом не отображает. Но с учетом того, насколько успешен Рэй Далио, я думаю, к его точке зрения имеет смысл прислушаться, но здесь надо просто четко понимать, что такие люди, как Рэй Далио, они знают, когда вовремя выйти. И остальные, они не всегда этот момент могут поймать. Так, друзья, но Baltic Dry продолжает свое стремительное восхождение наверх, и пока конца края этого не видно. Ну, здесь, я думаю, в ближайшее время все будет достаточно благоприятно складываться. Единственное, только если не будет пробития 2100, вот это пробитие, оно вызовет дополнительное инфляционное давление в среднесрочной перспективе на мировые рынки. Так, далее американские десятилетние трежерис, но здесь пока не наметилась тенденция на то, чтобы доходность начала падать. Попытки разворота неоднократные, которые пока к успеху не привели. Но опять же, Рэй Далио, судя по его комментариям, он считает, что это не самое оптимальное вложение, то, что связано с госдолгом США.
Он считает инфляция подъезд подобные вложения, так же как и денежные средства. Так, далее китайский фондовый индекс CSI 300. Он сегодня находится в боковике, достаточно нейтрально торгуется, небольшой рост. Ну, здесь на текущий момент главное, чтобы не было пробития 4900. Если в обозримом будущем такого не происходит, вот эти все телодвижения, которые здесь происходят, они приведут к тому, что будет отскок на 5350, вот сюда вот. Соответственно, отскок по Китаю – это позитив для мировых финансовых и фондовых рынков. На сегодня здесь, я думаю, особого влияния на российский рынок не окажет, поскольку в целом это достаточно нейтральная торговля. Так, друзья, далее NASDAQ, дневной таймфрейм. Но смотрите, по NASDAQ от локального дна оттолкнулись. И что теперь остается? Если у нас сегодня-завтра будет движение и пробой 13600, то высока вероятность того, что отсюда будет движение с целью переписать вот этот максимум. Если пробоя не будет, то он какое-то время будет консолидироваться в этом диапазоне, у которого нижняя граница где-то в районе 13050. Вот пробой этого значения приведет к тому, что разовьется коррекционный откат, который, скорее всего, приведет к пробитию хотя бы кратковременного, в том числе и вот этого минимального значения, которое было в начале марта. Далее S&P, американский индекс, SFD на фьючерс. Но здесь у нас рекорд за рекордом идет. Вот. Но завтрашнее решение ФРС вполне может пыл охладить и вызвать коррекционный откат. Конечно, никто ставки повышать не будет в ближайшее время. Но здесь уже, что называется, хворост высушен для того, чтобы нервно отреагировать на практически любые заявления Пауэлла и решения, кроме как чрезмерно оптимистичные. Так, друзья, далее индекс доллара DXY, тоже дневной таймфрейм. Но у нас продолжается консолидация выше уровня 91,5. Соответственно, если мы здесь закрепляемся, то есть не будет сегодня-завтра пробоя 91,3 и движения на 90,7, то уже на этой неделе мы можем пойти выше. Вот. Завтрашний день определит ситуацию и характер движения. Сегодня, я думаю, будет по нему боковик. Ну, также, наверное, вот эта траектория, которая была в пятницу и в понедельник, она повторится. Так, друзья, далее вот по биткоину масса вопросов поступила. Смотрите, вот есть уровень 52 тысячи. Вот пока этот уровень не взят, это 4-часовой таймфрейм, то здесь у нас будет набор позиций и отскок. Тем более, как бы вот этот характер движения указывает на то, что высока вероятность отскока, цель которого будет 59 600. Так, друзья, далее золото, но 4-часовой таймфрейм ставлю. Здесь у нас сейчас развивается очень интересная ситуация, потому что идет поджатие к диапазону 1740-1737. Вот если этот диапазон будет пробит, и здесь пойдет рост объемов или консолидация, то мы увидим отсюда следующий импульс движения, у которого будет цель 1776. Исходя из часового таймфрейма, в ближайшее время будет движение, цель которого 1740-1741. Вот здесь прям уже, я думаю, в течение часа-двух эта цель будет отработана. Критерий того, что эта цель сейчас не будет сделана, это коррекционный откат и пробитие 1727. Такой сценарий, я думаю, маловероятен. Сейчас наиболее вероятно движение сюда. Так, друзья, далее евро-доллар. Но здесь ситуация схожа с индексом доллара, поскольку они взаимосвязаны, скованные одной цепью. И я думаю, сегодня, завтра с утра нас по евро-доллару ждет движение в диапазоне 1,1905, 1,1990. Здесь сейчас на текущий момент более вероятно движение вот сюда, к этому верхнему диапазону. Если все-таки будет пробитие 1,1905, то мы можем увидеть хотя бы очень быстрое движение и потом возврат с целью вот это вот нижнее значение донышко 1,1834 переписать. Но я думаю, более вероятно все-таки движение в этом диапазоне до середины завтрашнего дня. Так, друзья, далее нефть Brent. Здесь страшенные вещи рисуются, разворот на недельном таймфрейме. Но пока на самом деле, я думаю, ходу ему не дадут. Вот этот уровень 66.25, поскольку он удерживается,
то, соответственно, все это больше похоже на набор позиций. Так, ну вот дневка по нефти, здесь также видно, что идет, по сути, проторговка, консолидация в диапазоне 67,2, 71,5. На текущий момент у нас произошел отбой от нижней границы, и сегодня, вероятно, мы увидим первая цель движения вот сюда, 68,9. И в случае закрепления в этом диапазоне следующая фаза движения будет на 69,9. Если все-таки произойдет откат и пробитие 67,75, то в этой ситуации нас ожидает движение на 66,8. На текущий момент больше фактов указывает на то, что будет движение вверх, но как минимум сюда, может повыше. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм, но здесь смотрите, пробитие вот этого диапазона, оно привело к скоростному движению вот сюда, в этот диапазон, и отработки цели 72,8. На это я внимание обращал. На текущий момент, если нефть не идет выше 70, я думаю, с учетом того, что крупные продавцы валюты, они валюту отлили, я думаю, сегодня у нас более вероятно движение вот в этом диапазоне, это 72,8, 73,17. В том случае, если все-таки будет движение вниз на укрепление рубля и пробой 72,6, то здесь у нас открывается перспектива движения на 72,14. Пока, я думаю, без роста нефти выше 71-72 вот это движение его не произведут. Вот. Но все-таки, если вот здесь пробой будет 72,6, то мы все-таки уйдем и отработаем эту цель, возможно, уже сегодня. Но я думаю, сегодня более вероятно движение вот в этом диапазоне, который 72,79, 73,15. Я думаю, если в первой половине дня не будет пробит этот уровень, то, вероятно, мы получим коррекционный отскок на укрепление доллара, и цель движения будет 73,15. Если все-таки вот этот диапазончик пробивается, то мы можем получить аналогичное движение, как было здесь. При пробое сразу ушли на вот этот сильный уровень. Здесь следующий сильный уровень это 72.13. Так, друзья, далее евро-рубль. Евро-рубль Tomorrow, дневной таймфрейм. Здесь у нас идет консолидация. Нижняя граница 86.75. Верхняя граница 87.3. На текущий момент здесь есть все условия для коррекционного отскока. И в том случае, если у нас сегодня с утра не будет движения с целью пробоя 86.75, весьма вероятно, что утренняя цель движения будет находиться либо вот здесь 87.27, либо вот здесь 87.64. Если здесь все-таки развивается пробой, то цель движения вполне может составить на 86.5. Там вообще как бы застарелая цель в районе 85,5, но я думаю, сейчас такого сильного движения не будет. Так, друзья, далее фьючерс РТС. Обращаю внимание, 18-го экспирация, дневной таймфрейм. Ну, здесь, я думаю, немножко бы ему откатиться. Конечно, если будет пробой 156 тысяч, он улетает в космос. Но мне все-таки видится, что сегодня с утра будет коррекционный откат, более вероятен. Нижняя граница 154 100. И, соответственно, ну, я пока на текущих экономических условиях и финансовых, я не думаю, что будет пробой и уход на 151 тысячу. Но как бы с другой стороны, сейчас, с моей точки зрения, потенциал для роста, он несколько исчерпан. Вот, и поэтому здесь в наибольшей степени приходит на ум это боковик движения в этом диапазоне. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну, смотрите, немножко до 296 осталось. Вот как пробой 296 будет, он сразу может на 300, на 310 улететь. На текущий момент, мне кажется, все-таки здесь более вероятен коррекционный откат. И на самом деле, если он откатится и не пробьет 282, это было бы даже хорошо. Он соберет топливо и пойдет наверх. Вот. Если все-таки с утра мы пробиваем 294, то я думаю, весьма вероятно будет сразу движение на пробой 296 и потом 300-305. Вот. Но я все-таки думаю, здесь более, ну, напрашивается просто какой-то хотя бы небольшой откатик, ну хотя бы в район 285 для того, чтобы собрать топливо и идти дальше наверх.
Вот. Но это все до заседания ФРС завтра вечером. Потом как бы может все это привести к существенному коррекционному откату, не только в Сбербанке. Так, друзья, далее ГМК, дневной таймфрейм. Ну смотрите, 24 первую цель мы сделали. Вопрос закрепления вот в этом диапазоне 23 524. И как только начинаем торговаться выше 24 300, он вполне может совершить рывок. Цель этого рывка будет движение на 26 800. На сегодня, на день, на утро цель движения вот сюда наверх, потестить диапазон 24 500, пробить и возможно пойти выше. Вот. Если все-таки пробой 23 800 возникает, то пойдет коррекционный откат на 23 200. Я думаю, более вероятно движение сегодня вот сюда, вот это тестирование этой границы. Друзья, все, основные инструменты, основные моменты. Спасибо за внимание.